Меня зовут Андрей, мне 37 лет, я родился в небольшом городе в Сибири, в Иркутской области, в Братске. Когда мне было 17 лет, получается, в 99 году, я поехал учиться в Сидней, Австралия. После этого закончил учебу, нашел работу. На данный момент живу в Мельбурне. В Chronotech с начала проекта. Примерно в 2016 году мы узнали про блокчейн, про биток, что это вообще такое, что с этим делать. И примерно в конце 2016 решили сделать свое ICO. Поначалу после ICO я занимался маркетингом, но со временем переключился на оперативную деятельность. Сейчас я занимаюсь организацией процессов внутри команды, работы команд, оплата труда, ну и все вот эти вот вещи, которые связаны с оперативной деятельностью всех проектов. Chronotech, как головная компания, состоит из трех основных продуктов. Первое – это площадка по поиску работы для фрилансеров LayByX. Второе – это криптобиржа TimeX. И третье – это продукт по выставлению и оплате счетов в крипте PaymentX. Идея какова? Что все эти продукты работают сами по себе, то есть человек ищет работу на LayByX, на TimeX человек работает с криптой, покупает, продает, торгует, через PaymentX выставляет инвойсы. То есть все продукты работают сами по себе, но потому что это экосистема, в будущем мы будем интегрировать продукты друг в друга, чтобы, допустим, на площадке по поиску работы LayByX человек сделал работу, получил, допустим, эфир, но он хочет поменять его в биток. Он это делает через приложение TimeX, не выходя из LayByX, то есть продукты интегрируют друг друга, дают человеку больше возможностей. Ну и, конечно, также на TimeX торгуется наш токен Time, и TimeX нам позволяет давать какие-то дополнительные возможности людям за использование тайма. В крипту мы пришли с обычного бизнеса. У нас есть ряд компаний, которые работают, но все время, когда мы делали бизнес, мы всегда смотрели какие-то стороны каких-то новых движений, новых направлений, куда мы можем диверсифицировать свой капитал, сделать что-то новое. В свое время мы занимались разработкой мобильных приложений и в 2016 году узнали про блокчейн, про биток, вообще про технологию. Все это, конечно, очень понравилось. Мы общаемся с очень умными, интересными, разными людьми, и вообще вся эта криптотусовка, скажем так, она такая необычная. Такое ощущение, что мы, как Хенри Форд, делаем машины, когда все на лошадях ездят, либо, не знаю, разрабатываем интернет в 90-х. Крипта для меня в первую очередь технология блокчейн, а не цены на биток или там эфир. Да, приятно смотреть, когда курс битка растет, но мне больше все-таки нравится сама технология. Я считаю, что блокчейн — технология будущего, я считаю, что она изменит мир в лучшую сторону, позволит людям работать с разных уголков планеты, позволит людям переводить деньги в разные уголки планеты. И в теории вообще может изменить все. Как мы платим налоги, как мы получаем зарплату, может быть, даже когда-то и выборы проведут на блокчейне. Команда у нас распределенная, то есть люди находятся по всему миру, кто-то работает с Лондона, кто-то с Берлина, кто-то с России, кто-то с Таиланда, Австралии. Поначалу, конечно, было немножко непривычно, но со временем мы под это дело подстроились. Такой подход, он даже более эффективный, чем классическая вот эта вот рабочая неделя с рабочим днем с 9 до 5. Подход у нас очень простой, работа должна быть сделана, когда она сделана, это уже не так-то важно. Да, у нас заняло какое-то время, чтобы все эти процессы настроить. Бизнес должен придумывать задачи, дизайнеры должны рисовать, программисты должны кодировать, и все это должно происходить, когда люди понимают, почему они это делают. Просто приходить к разработчикам и говорить: ребят, напишите, это неправильно, им нужно говорить, почему мы это делаем. Точно так же маркетологи должны знать, почему мы это делаем, чтобы мы могли это продать. Ну и дизайнер нарисовать, допустим, картинки, которые отражают нашу мысль. Блокчейн и крипта только в начале своего пути. Все больше и больше людей ее пользуют, все больше и больше людей про нее узнают. Но, по-моему, еще не хватает продуктов, которые используются в каждодневной жизни. И мне кажется, что будет все больше и больше разработано таких продуктов в разных индустриях, от таможни до перевода денег, до оплаты труда. И, вообще, в принципе, эту технологию можно использовать везде. Крипта — это уже не какая-то игрушка для разработчиков, она как бы уже здесь надолго. Большие банки уже подключаются, Китай выпустил цифровую версию юаня. Ну и уже используется в странах, где там гиперинфляция, та же самая Венесуэла, допустим. Люди используют ее для переводов по всему миру. Это будет только идти, нарастать, нарастать, нарастать. У нас TimeX тоже грандиозные планы. Мы дальше будем продолжать добавлять какие-то новые пары, новые фичи какие-то, растить базу юзеров, продолжать делать продукт все лучше, лучше и лучше. Так что я думаю, у крипты все будет хорошо.